Как можно описать человека, который ловит кофейный передоз, черпает свое вдохновение в осознанных сновидениях, гоняет на русской подводной лодке, владеет танком и живет в бывшем банковском хранилище? Этот музыкант просил похрюкать Мадонну, создал музыкальные сеты из возни с наждачной бумагой и кухонными миксерами. Современные перформансы того же Моргенштерна и рядом не стоят с тем, что вытворял самый загадочный и неординарный гик музыкальной индустрии — Aphex Twin. Кто же все-таки он такой и как он повлиял на всю электронную музыку? Кто нашел в нем источник вдохновения и как его творчество переплетается с другими знаменитыми деятелями из различных сфер? Причем здесь Radiohead, Skrillex и создатель Майнкрафта Ночь. Внимай моему рассказу, зритель, ибо ты на канале Воронокин, и вместе мы рассмотрим Aphex как музыканта, что поменял правила игры. Плюс попутно расскажу, что я такого нашел для себя в творчестве данного музыканта. И прежде чем мы начнем, давайте учтем один факт, что Aphex Twin — это фигура крайне неоднозначная, и на 100% сказать, что есть правда в его биографии, а что нет, очень и очень сложно. О чем тут можно говорить, если некоторые до сих пор считают Ричарда Ди Джеймса народным артистом Болгарии? Об этом пишут несколько статей в интернете на русском языке. К тому же мне далеко не все понятно в создании музыки и в многообразии музыкальных жанров, но я просто не мог пройти мимо творчества Aphex. Поэтому сейчас расскажу вам о том, что известно о музыканте на сегодняшний день. И начнем мы с того, как я познакомился с данным музыкантом. Все началось в 2016-2017 годах, когда я спокойно катался на роликовых коньках и попутно смотрел видео, связанные с данной темой. Наткнулся на видеоролик How to be Unpopular под номером 10, и сейчас этот ролик скрыт, а в нем играла одна песня, которую я не мог найти долгое время. Shazam мне не помог, и причина этого станет понятна позднее. Это был не единственный случай на данном канале. Появился еще один трек, который я не смог найти. Время шло, не единожды натыкался на отдельные треки Aphex в интернете, но внутри ничего не откликалось. Затем посмотрел один видеоподкаст Эльдара Джарахова, где приглашенным гостем был Слава Мэрлоу. И поскольку на тот момент мне нравились мелодии, что делал Слава, мне были интересны источники его вдохновения. Речь зашла про Ричарда Дэвида Джеймса. Так на самом деле зовут человека, что стоит за псевдонимом Aphex Twin. Особо ничего я такого там про Ричарда не услышал, но заинтересовался, чем же он мог зацепить Славу. Послушал пару треков и выключил. Позднее псевдоним Aphex Twin часто мелькал у меня перед глазами. Читал некоторые статьи для общего развития и бац, нашел первый трек, тот самый, кто искал с 2016 года. Aphex Twin 20 Pink Floyd 1989. Я был в шоке и жадно начал поглощать трек за треком. И опять бац! Aphex Twin Sam Ska. Это как раз вторая композиция, которую я искал столько лет, и оба эти трека оказались неизданными. Как оказалось, это является нормой для Aphex Twin. Остается только гадать, сколько треков Aphex появится в сети позднее, а что исчезнет навсегда. Отвечая на свой же вопрос, на момент 2011 года в интервью журналу LPS, Ричард рассказал, что число неизданных треков приближается к 600. И тем не менее, огромное количество треков он все же опубликовал, и к 2016 году все треки были стерты, но интернет помнит все. В итоге данные треки можно найти везде, от веб-архива до ютуба и ВК. Наиболее полный плейлист из 300 с лишним композиций я опубликую в своей группе ВКонтакте. За плейлист спасибо Ивану Агапову. После знакомства с треками Ричарда впечатлений было масса. От недоумения и переворота внутри до принятия и наслаждения. От тревоги до медитативных состояний. С одной стороны, можно поймать передоз крепоты и даже испугаться с некоторых песен, как после просмотра фильмов ужасов. Такие треки я обычно долго не слушал, но есть и такие мелодии, с которыми становится так тепло и спокойно, что ты прям нереально кайфуешь от услышанного. В общем и целом, Aphex Twin взбудоражил мое сознание и сознание многих других людей, в том числе вдохновил многих музыкантов. Но об этом позже, а сейчас пробежимся по биографии Ричарда. 18 августа 1971 года в ирландском городе Лимерик появился на свет Ричард Дэвид Джеймс. Свое детство парень проведет в Корнуолле. Как позже скажет сам Ричард, что музыкой в тех местах и не пахло. Не было ничего, что могло сподвигнуть его к данному занятию. Музыку он начал сочинять для себя и друзей, хотя и своим друзьям он рассказал о своем увлечении не сразу. Еще с юных лет Ричард экспериментировал с игрой на семейном пианино. Стандартные звуки данного инструмента ему быстро надоели, и посреди струн пианино Ричард начал вставлять посторонние предметы, тем самым расширяя звуковой диапазон музыкального инструмента. Об этом уже много кто говорил, но не отметить данный факт не могу, так как это лишний раз подчеркивает гениальность Ричарда.
Изобретателем данного способа признан Джон Кейдж, хотя сам Джон называет первопроходцем Эрика Сати, который еще в 1913 году впервые исполнял на подготовленном фортепиано свои 6 крошечных танцев к пьесе собственного сочинения «Ловушка Медузы». Но речь не об этом. В то время юный Ричард Дэвид Джеймс знать не знал обо всех этих хитростях и о их создателях, и до всего доходил самостоятельно, стараясь создать что-то новое. Начиная примерно с 12 лет, Ричард также экспериментировал в создании нового оборудования и синтезировании нового звучания, то перепаяв аналоговый синтезатор, то заставляя ZX спектром звучать без внешнего оборудования. Я поиграл с программным кодом и обнаружил несколько строк, которые перенастраивали телесигнал так, что получался странный шум, когда вы делали звук громче. Так о своих успехах в своем раннем возрасте говорил сам музыкант. А учитывая, что его первый альбом назывался Selected Ambient Works 85-92, можно предположить, что свои первые треки он записал в районе 14 лет. А Бенджамин Миддлтон, брат музыкального продюсера Тома Миддлтона, сотрудничавшего с Aphex Twin в начале 90-х, и вовсе утверждает, что видел, как 12-летний Джеймс создавал мелодии у себя в спальне в Корнуолле. Со временем Ричард утверждал, что эти самоделки были не просто желанием создать что-то своими руками, а скорее необходимость, которая возникла в его музыкальном пути. Чтобы заработать свои первые деньги, Ричарду приходилось, еще будучи несовершеннолетним, примерно в 17 лет, некоторое время подрабатывать на шахтах по добыче олова. Именно данные подработки помогали ему приобрести более серьезное оборудование для создания музыки. Вернемся в 1996 год, когда он вспоминал свои первые шаги в мире синтезаторов. Когда я купил свой первый синтезатор, я, честно говоря, не был впечатленным. Это был всего лишь кусок вспоминал Ричард. Однако финансы были ограничены и не было возможности купить что-то более подходящее. Поэтому юный Ричард Дэвид Джеймс решил взять инициативу в свои руки и приступил к настройке синтезатора. Он начал с незначительных изменений, маленьких настроек, но постепенно его интерес рос, и он стал переделывать все больше и больше. Это было началом музыкального пути, который привел к созданию его уникального звучания. В дальнейшем Ричард стал использовать компьютеры и пытался сделать собственные программы для создания музыки. Рассмотрим творчество Ричарда поближе. Оно включает в себя столько музыкальных альбомов, синглов и сайт-проектов, что можно просто запутаться или что-то ненароком забыть озвучить. Поэтому здесь постараюсь выделить интересные моменты деятельности Aphex и в процессе расскажу про приколы и некоторые выходки, о которых я говорил в начале своего рассказа. За редкую неопубликованную запись одного из таких сайт-проектов под псевдонимом Caustic Window создатель игры Minecraft Маркус Ноч отвалил на аукционе eBay аж $46 300 в 2014 году. Дети Aphex были счастливы от этой новости и, разумеется, хвастались данным фактом в школе. Теперь давайте переместимся в 1991 год, когда Ричард опубликовал свой первый официальный EP под названием «Аналог Bubble Buff». EP попал в плейлист Kiss FM, влиятельной лондонской пиратской радиостанции, что обеспечило ему широкую известность на сцене танцевальной музыки. В 2015 году Guardian назвал релиз одним из ключевых моментов истории танцевальной музыки. Данная пластинка привлекла внимание Рената Ван де Папельера, главы R&S Records, в то время одного из ведущих европейских рейв-лейблов. Джеймс навестил его в Бельгии, привезя с собой коробку, полную кассет с собственной музыкой. Из этой коллекции композиций они выбрали треки для 2 пластинок, включая первый альбом Джеймса Selected Ambient Works 85-92. В 1992 году был опубликован трек, изготовленный из сэмплированного звука диджериду, духовного инструмента австралийских аборигенов. В одноименном EP, куда входил данный трек, хочу отметить трек Flow, мотивами которого вдохновлялся композитор кинофильма «Гарри Поттер» для мелодии «Мантии-невидимки» для сцены в библиотеке. По крайней мере, я тут отчетливо услышал сходство и решил поделиться своим маленьким открытием с вами. Сами послушайте. Если предыдущий EP выходил в жанре acid techno и breakbeat, то выход альбома Selected Ambient Works 85-92 сопровождал смену жанра на ambient techno, после чего Aphex Twin огласили чуть ли не изобретателем этого жанра. Я не могу сказать точно, но точно скажу, что данный альбом оставил весомый след во всей музыкальной индустрии.
Смена жанров в последующем еще не раз ожидает фанатов Апекса, что в свое время не только вызывало холивары по теме «раньше было лучше», но и значительно расширяло фанатскую базу артиста и привносило в мир электронной музыки очень и очень много свежего звучания. И я официально заявляю, что трек с данного альбома под названием «Xtal» является одной из моих самых любимых композиций, наряду с «What About the Future» Ричарда Жака, о которой я говорил в своем самом первом видео. И еще хотелось бы отметить трек AGS Police, на основе которого группа Die Antwoord выпустила трек Ugly Boy. Каждое название имеет в себе смысл или отсылку. Например, тот же Xtal означает обозначение вывода микроконтроллеров для подключения кварца, а в композиции Via the Music Makers используется сэмпл цитата Вилли Вонки, сыгранный Джином Уайлдером. We are the music makers, and we are the dreamers of dreams. Если вы хотите подробнее ознакомиться с тем, как создавался данный альбом и как можно воссоздать некоторые композиции из него, рекомендую статью на английском языке с сайта Reverb Machine. Если с английским беда, то используйте любой онлайн-переводчик. Ну а я продолжу свой рассказ. Однажды, в 1994 году, Ричарда пригласили выступить в одном лондонском клубе под названием Дисоби. По легенде, играть было особо не на чем, и вместо того, чтобы вращать пластинки, музыкант импровизировал, используя наждачную бумагу. Публике понравилось необычное выступление. Позднее он повторял свой номер в Нью-Йорке, добавив кухонный комбайн в качестве инструмента. Я смиксировал звуки нескольких листов наждачной бумаги, затем поэкспериментировал с кухонными комбайнами и даже запустил им в кого-то из зала, рассказал Aphex Twin в 1997 году. Комбайн попал одному парню в голову, и я подумал, что меня арестуют, но он попросил расписаться на комбайне и сказал, что будет хранить этот артефакт вечно. Это выступление вошло в историю электронной музыки. Многие до сих пор помнят об этом необычном шоу. Недавно на eBay за $232,5 продавали кусочек якобы использованной тогда наждачной бумаги с логотипом Aphex, хотя подлинность этого артефакта не гарантировалась. С переходом на другой музыкальный лейбл под названием Warp у Ричарда тенденция с закладыванием одного или нескольких смыслов в свои произведения продолжится. Многие треки будут иметь необычные названия, инструменты и сэмплы, или вовсе имеет название в виде математической формулы, поэтому один из треков так и называют «Уравнение» или «Формула». Помимо нестандартного звучания, Aphex уже в 1999 году в данном треке оставил спектрограмму с изображением себя любимого, а в спектрограмме трека, вышедшем на том же диске под названием Window Licker, можно было найти изображение спирали. Сам же трек мне пришелся по вкусу, и не одному мне данная композиция является одним из самых знаменитых треков артиста. После выхода клипа на данный сингл к Ричарду обратилась Мадонна с просьбой выпустить ремикс на один из ее треков, на что наш горячо любимый музыкант отреагировал весьма в свойственной ему манере. Он попросил похрюкать Мадонну. Та даже согласилась поначалу, но позднее открестилась от своих слов и отказалась прямо перед записью. Логичный шаг для Aphex потерять такую работенку, так как в последующем это могло аукнуться, когда многочисленные диванные эксперты, преуменьшая заслуги Ричарда, начали бы заявлять, что Aphex Twin прославился только благодаря Мадонне. Об одной из последующих работ на новом лейбле Aphex заявлял, что альбом целиком и полностью пришел к нему в осознанном сновидении. Возможно, это прозвучит странно, но я осознанный сновидец. Я могу контролировать свои сны и записываю треки в своих снах, говорил Джеймс в 1994 году. Также он заявил, что около 70% его идей приходят к нему именно во сне. Интересное заявление, но в одном из интервью Ричард говорил, что перестал спать вовсе, и идеи свои получает, перепивши кофе. И это тоже не единственная версия, исходящая от Ричарда. Если и правда Апексу снится за один сон столько песен разного темпа и настроений, то представляю, как его нехило жмыхает во сне. От нежных и расслабляющих мелодий до тревожных и настораживающих мотивов, которые хорошо подойдут для какого-нибудь фильма ужасов или игры наподобие Resident Evil. Кстати, трек с непроизносимым названием сильно напоминает мелодии из сейв-румов данной игры. И возможно, но тут уже не утверждаю, что влияние Aphex распространилось и на композиторов всей франшизы. Что касается истории Aphex, то тут уже на ваш вкус и цвет. Выбирайте сами, в какую версию нашего музыкального Кастанеды вам верить. Версия найдется для каждого. Также хочется отметить трек, выпущенный в альбоме I Care Because You Do под наименованием Альберто Бальзам, названный в честь шампуня.
Нет, я определенно тащусь от этого парня, он гений. И даже гением не чужды земные потребности. Примерно с тех пор треки Aphex Twin начали активно мелькать в рекламе и фильмах на ТВ. Например, в рекламе шин Pirelli или в рекламе Mercedes-Benz, принося в карман лейбла и самого автора немалые деньги. Но далеко не каждый хотел платить за лицензию на треки Aphex, и наши соотечественники во времена, когда в нашей стране еще не было так развито авторское право, часто использовали его произведения в коммерческих целях. Пример тому шоу канала ТНТ «Битва экстрасенсов», где отчетливо слышна композиция Curtains, или «Необъяснимый, но факт», где играет несколько треков Ричарда Дэвида Джеймса. А Window Licker является основной темой телепрограммы «Модное кино» на канале СТС. И это также лишь некоторые из примеров. Вернемся в 1995 год, к выходу альбома I Care Because You Do, где почти каждый трек снабжен датой, указывающей на то, что треки были созданы между 1990 и 1994 годами. И это был последний альбом Джеймса, записанный в основном с использованием аналоговых технологий, прежде чем он перешел к цифровым методам создания музыки. Многие названия песен в данном альбоме являются анаграммами. Например, Wet Tip Hen Axe и Wax The Nip — это анаграммы его собственного псевдонима Aphex Twin. А трек ICCT Headroll был создан совместно со знаменитым композитором Филиппом Глассом в двух версиях. Оригинал был выпущен от лица Aphex, но есть еще оркестровая версия, выпущенная уже самим Филиппом. Почему же я отметил этот трек? Из информации от Гласса, которую он дал на канале Red Bull Music Academy, все узнали, что Aphex Twin на тот момент не владел музыкальной основой и даже не знал нот. Aphex объяснил Глассу, что делал все по наитию, покупая музыкальное барахло и модифицируя его. Один из таких приборов Aphex и передал Филиппу в результате совместной работы, и вышла данная работа в двух версиях. В период с 1996 по 2000-е года известность музыканта достигла своего пика, когда вышел альбом Richard D. James и EP Come to Daddy. Выход клипа на трек с тем же названием, что и у EP, а также последующий клип на песню Window Licker были представлены на MTV и стали главными темами обсуждения музыкальных журналов. Его музыка стала еще более популярной и определяющей тенденции. Клипы объединяли шизанутые морды Aphex, но о визуале поговорим позже. Aphex Twin не хотел быть на самой верхушке музыкальных чартов, так как не хотел быть постоянно на виду у всех. Он решил сбавить обороты и пропасть на некоторое время, но по словам Aphex произошла неприятная ситуация. Он забыл в самолете свой MP3-плеер со множеством неизданных треков, поэтому он подумал, что рано или поздно треки окажутся в сети, и поспешил опубликовать некоторые нерелизнутые композиции в виде альбома под названием Drugs. Многие названия треков написаны на корнуэльском, например, Gin Way Deck. Джеймс заявил, что название альбома не имеет отношения к наркотикам и является просто словом, которое он придумал. Он говорил: «Я никогда не хотел раздувать какие-либо наркотики, потому что я не считаю, что они этого заслуживают». Треки с данного альбома делятся на две части. В первой композиции схожи с двумя предыдущими альбомами по звучанию, а во второй части альбома Aphex вернулся к подготовленному фортепиано, о котором я говорил ранее. А еще одна его работа, связанная с фортепиано под названием Avril 14, стала одной из самых известных работ Ричарда. Данная работа была использована в различных кинофильмах, а также была недобросовестно использована Канье Уэстом, который не заплатил Aphex ни цента. Выходит, что не только звукорежиссера с наших телеканалов опрокинули беднягу. Сам Канье отнекивался, но в итоге ситуация разрешилась мирным путем. Aphex Twin был отмечен в примечаниях к альбому. Далее Ричард Д. Джеймс выпускал работы под своим творческим альтер-эго и долго не выпускал полноценных альбомов под псевдонимом Aphex Twin. В 2011 году начали поступать слухи, что Ричард поселился в Реутове. Да-да, именно в России, у своей новой девушки Анастасии Рыбиной. В будущем Анастасия будет звучать на нескольких треках, и можно будет услышать ее фразы на русском языке. Например, или растяжение звуковой. И будет числиться в качестве дизайнера обложки нового альбома. А последний трек из нового альбома является анаграммой ее имени — Эйсатсана. В общем, 2011 год не был первым в качестве визита Ричарда в Россию. Если вам интересно узнать подробности на эту тему, то рекомендую видео с канала Датчанин под названием «Как Aphex Twin в России жил». Вот мы плавно подошли к еще одному полноценному альбому Сайра, выпущенному под псевдонимом Aphex Twin, который опубликовали спустя 13 лет после выхода альбома Drugs.
Анонсирован Сайра был в Даркнете под доменом .onion, а частью промо-компании является пролетающий над Лондоном дирижабль, оформленный в стилистике обложки этого релиза. В самом альбоме Ричард, по его словам, выжил максимум, и ему больше не хочется ничего делать в этом стиле. За этот альбом он получил премию Грэмми за лучший электронный альбом, но на саму церемонию Aphex Twin проигнорировал, тупо забил болт и не пришел получать свою награду. Несмотря на свои заявления о том, что Aphex не хочет ничего выпускать, он выпускал небольшие EP под разными псевдонимами, а в 2015-м случился слив нерелизнутых треков, о котором я говорил ранее. Напоминаю, что пост с плейлистом данного слива уже находится в моей группе ВКонтакте, ссылка в описании. Некоторые треки слива датируются 80-ми годами. Ричард заявил, что выпустил демозаписи, чтобы избавить свою семью от давления с требованием обнародовать музыкальные архивы после его смерти. Сейчас Aphex Twin живет в Латвии и ведет передачу This is хорошо под псевдонимом Стас Давыдов. Ну а если серьезно, то он живет со своей женой Анастасией и детьми в Шотландии и по сей день выпускает музыкальные релизы. Пример тому недавно вышедший EP с названием Black Box Live Recorder и компиляцию 7 треков Bristol. Не знаю, правда это или нет, но его дети тоже делают свои треки, а Анастасия не так давно опубликовала свой первый музыкальный релиз. Сам Ричард тоже продолжает творить, и это не может не радовать. Прежде чем рассказать о влиянии Aphex на творческих деятелей, я бы хотел отметить визуальную часть, так как она тоже очень важна для понимания деятельности Ричарда. Начнем с логотипа. Стилизованная буква А, впервые опубликованная в качестве обложки альбома Selected Ambient Works 8592, быстро стала важной частью визуальной идентики музыканта. Автором данного лого был графический дизайнер Пол Николсон, с которым Ричард Дэвид Джеймс учился в одном университете. Николсон взялся за работу в 1991 году, и у него уже были наработки, созданные для другого заказчика, но не пошедшие в работу. Ричарда очень заинтересовали идеи своего товарища, и он попросил сделать для него что-то похожее, что-то инопланетное, но при этом мягкое, аморфное и без острых углов. Короче говоря, типичный заказчик в сфере дизайна, графические дизайнеры меня поймут. Николсон также создал шрифт под названием Xylem, который впервые использовали на EP Aphex Xylem Tube и использовался в оформлении многих последующих работ. Данный дизайнер в том числе разрабатывал оформление альбома Selected Ambient Works Volume 2. В своем интервью для Resident Advisor Пол поделился информацией о том, как же все-таки это чудо создавалось. Обложка представляла собой логотип, который Ричард старательно выцарапал на одном своем кожаном дорожном чехле, а его тогдашняя девушка, которую звали Сэм, это все сфотографировала. А с обратной стороны все было куда сложнее. Да, тут тоже использовались фотографии Сэм из их квартиры, где они с Ричардом проживали, поэтому там можно разглядеть решетки радиатора или другие металлические фрагменты приборов. Но все не так просто. При первом просмотре фото представляют собой закругленные прямоугольники с фотографиями и с маленькими круговыми диаграммами внутри. Круговые эмблемы и размер фотографий связаны с тем, как долго идет та или иная композиция, а в 25 дорожках был указан тайм-код, приведенный в десятичную дробь, затем полное время для каждой части, затем в процентах от общего количества, а затем в градусах. Это был довольно сложный процесс, сообщил Пол в своем интервью. Несмотря на всю сложность, ему понравилось работать над дизайном для Aphex, ведь он сам был фанатом электронной музыки, и Ричард пригласил того плясать на сцене во время своих выступлений в клубах, настолько Николсон был хорош в этом деле. От себя добавлю, что я шарю в этой теме, так как сам работал дизайнером, и хоть не сравнюсь с Полом Николсоном, но тоже имею большой багаж работ за спиной. Работы были как с местными, так и зарубежными заказчиками. И точно могу сказать, что это просто гениальная работа. С точки зрения идей и концепции, и с точки зрения визуальной реализации, и вообще просто вышка. Логотип прошел проверку временем и до сих пор смотрится свежо и необычно. Хотя прошло уже больше 30 лет, редизайн здесь не требуется от слова совсем. Сейчас логотип Aphex используется не только в качестве графического оформления музыкальных альбомов или мерча, но и служит в качестве анонса новых работ исполнителя. В разном виде логотип появляется в крупных городах разных стран перед тем, как в свет выйдет новый релиз. Вся эта история меня восхищает и напоминает то, как эмблема летучей мыши возникает перед появлением Бэтмена. Эффектно, что тут еще скажешь. Но не одним логотипом и шрифтом славится визуал Aphex. Его криповая физиономия, которая мелькает на обложках некоторых
обложках альбомов и в музыкальных клипах и выступлениях тоже сделала свое дело. Начиная примерно с 1995 года, когда Aphex впервые использовал свою милую мордашку в качестве обложки альбома, а потом понеслось и завертелось настолько, что вся эта дичь используется и по сей день. Выглядит это все очень странно и шизануто, но свою работу выполняет и хорошо запоминается. И третье, что прекрасно запоминается, это поражающее воображение спецэффекты и анимация, как на живых выступлениях Aphex, так и в клипах. За эту часть визуала ответственен загадочный художник под псевдонимом Верткор. Первое совместное шоу Верткор и Aphex состоялось в марте 2009 года на фестивале Блок в Майнхеде, всего через месяц после того, как Джеймс впервые познакомился с Верткор. У меня было очень мало времени, чтобы собрать все это воедино. Тем более, что в то время нам нужно было присматривать за орущим 7-месячным ребенком, говорил он. Это было довольно сложно. Творцы сотрудничают и по сей день. Например, в клипе для релиза Black Box Live Recorder Верткор при содействии с другими художниками создает эффект калейдоскопической червоточины, которая напоминает классическую рейв-визуальную стилистику, используя при этом современную анимацию и технологии нейросетей. Раз мы касаемся визуала, нельзя не отметить недавнюю продажу NFT на аукционе Foundation за 90 тысяч фунтов стерлингов в 2021 году. Произведение под названием iFix Верткор Block Scanner является результатом совместной работы Aphex и постоянного соавтора и художника-визуалиста Верткор. Перед продажей Aphex заявил, что потратит часть денег на поддержку озеленительных программ или на самостоятельную высадку деревьев. И если это действительно так, а не просто следование модной тенденции и не сказано ради красного словца, то выражаю свое большое уважение Ричарду. Все это визуальное многообразие в совокупности с новаторским подходом к написанию музыки делают Aphex Twin уникальным и единственным в своем роде творцом, что повлиял на многих творческих личностей своего и последующих поколений. Несмотря на то, что в наших широтах данный исполнитель не так известен и популярен, вы наверняка слышали работы тех музыкантов и селебрити, кого он вдохновил. Том Йорк из Radiohead, Skrillex, Доктор Ойза, Daft Punk, Deadmau5, Уэс Борланд из Limp Bizkit, Майк Шинода из Linkin Park, Джон Фрушанте из Red Hot Chili Peppers, Кевин Паркер из Tame Impala, дуэт Boards of Canada, Бьорк и многие другие музыканты выражали свое восхищение Ричарду и заявляли о его влиянии, если не на все их творчество, то хотя бы на целые альбомы, выпущенные ими. В 2013 году вокалист Radiohead Том Йорк назвал Aphex Twin своим самым большим влиянием, сказав: «Aphex открыл другой мир, в котором не было моей гребаной электрогитары. Я ненавидел брит-поп и то, что происходило в Америке, но Aphex был совершенно прекрасен, и он тоже примерно моего возраста». А Сони Мур, он же Skrillex, на подкасте Alternative Press 2008 года заявил, что работа Aphex под названием «Flim» является его самой любимой композицией. «Это самая прекрасная песня в мире», так он говорил. Если вам интересно узнать больше про творчество самого Skrillex, рекомендую ролик Славы Мерлоу под названием «Как Skrillex изменил музыку». Слава, если вдруг ты каким-то чудом увидел этот ролик и с еще большим чудом ты досмотрел этот ролик до этого момента, выражаю тебе огромную благодарность. Твой ролик про Sony побудил меня сделать это видео. Подытожив эту главу, я уверен, если в школах или университетах будущего будут изучать электронную музыку как жанр, то Aphex Twin должен занять почетное место на страницах учебников. Среди творчества Aphex и его сайт-проектов каждый любитель электронной музыки найдет что-то, что придется ему по вкусу. Может быть, далеко не каждая композиция, а от некоторых мелодий у вас вытечет мозг, но я уверяю, что перелопатив сотни треков артиста, вы добавите к себе в плейлист пару-тройку добротных треков. Это точно. Я еще продолжаю изучать треки Aphex, прослушал около 500 композиций, и на данный момент мне нравятся многие работы музыканта. Будут ли они мне нравиться завтра, сказать не могу. Вкусы меняются. Но, по крайней мере, несколько композиций Aphex я переслушиваю уже не один год. А за это время я не раз удивлялся от некоторых мелодий, и я не знал, что музыка может быть такой. Ричард Дэвид Джеймс — фигура загадочная и крайне неоднозначная. То из его биографии и интервью сказка, а что ложь, сказать очень и очень сложно. Но люди запомнили его по другой причине. Это новое звучание, переворот всевозможных правил игры музыкальной индустрии, за его приколы и выходки, да и просто за хорошие мелодии, которые не только звучат в воспоминаниях многих людей по всему земному шару, но и вдохновляют тысячи музыкантов и по сей день.
В своей работе я не затронул львиную часть творчества и историй про Апекса Твина. Я бы очень хотел рассказать вам больше, но тогда данный ролик погряз бы в производственном аду еще на полгода-год. Могу рекомендовать видео Роши, где можно еще больше узнать про творчество Ричарда. Напоследок скажу вот что. Хватит рассуждений о рецептах, давайте пробовать сам пирог. Вперед к прослушиванию данных уникальных произведений. Все источники информации, ссылки, статьи или ролики будут доступны в текстовой версии обзора на моем сайте. На этот ролик я потратил очень много времени и сил, так что я буду благодарен всем тем, кто поддержит меня по мере возможности. Все банковские реквизиты и ссылки на разовый донат на Boosty будут в описании к данному ролику. Оставляйте комментарии, очень интересно будет узнать ваше мнение по данному музыканту и что вас в нем зацепило. И подписывайтесь во всех социальных сетях. Благодарю за просмотр.